Начало фильма — это ужасающая сцена, на земле лежат трупы. Похоже, здесь произошла кровавая битва. Это место называется «Мир теней». И это самая опасная катастрофа, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Она поглотит реальный мир черным туманом. Но прежде чем это произойдет, колдуны должны любой ценой остановить ее. В битве участвует монстр, похожий на злого бога, Наполеон. А человек со шрамом на лице Дезире. Он обычный человек, но самый сильный, потому что он главный герой. После того, как монстр закончил говорить о разрушении мира, он начал выплевывать гигантский огненный шар. Но он был полностью заблокирован. Почувствовав, что атака бесполезна, он попытался сделать еще один крутой прием. Но все его навыки были полностью нейтрализованы. И все благодаря способности Дезире запечатывать. Воспользовавшись ситуацией, трое людей на передовой бросились в атаку. Впереди бежал молодой человек со щитом, используя второй навык Тана, чтобы расчистить путь остальным. Сзади Джангл сосредоточил всю свою силу для удара. Человек с топором подпрыгнул и нанес критический удар по монстру. Девушка с мечом прыгала и танцевала, но ее напарник по команде, похоже, украл у нее славу. Нет, это было просто недоразумение. Напарник по команде нанес огромный урон девушке с мечом, чтобы она смогла нанести последний удар по этому злому богу. После всех их усилий им наконец удалось победить злого бога Неполитана. Битва закончилась тем, что враг потерял одного монстра, а их сторона — 150 миллионов человек. Но все равно они победили злого бога и спасли мир. Небо снова стало ясным. Самым большим вкладом в эту битву был Дезире. Он был обычным человеком, но обладал силой, намного превосходящей силу любого другого колдуна. Битва не только принесла огромные потери, но и забрала товарищей Дезире. После битвы 6 выживших сидели вместе и обсуждали магическую силу, которой обладал Дезире. Но почему он был обычным человеком? И они также говорили о своих планах. После долгого разговора, как ни странно, все должны были вернуться в реальный мир после победы над Наполитаном, но этого не произошло. Злой бог внезапно открыл глаза и начал сотрясать все вокруг. В глубине его сердца было огромное количество маны, и он готовился отправить всех обратно в прах. Из последних сил все встали плечом к плечу, создавая хрупкий барьер, чтобы защитить себя. В конце концов, это был первый раз в истории человечества, когда они смогли убить Наполеона, поэтому ошибки были неизбежны, и все, казалось, смирились со своей судьбой. Даже Дезире ничего не мог сделать в этой ситуации. Мана монстра была чистой энергией, и на нее не действовала печать Дезире. Все смирились со своей участью, и Дезире ничего не оставалось, как закрыть глаза. Он все еще не мог в это поверить и не хотел, чтобы все закончилось здесь. Открыв глаза, он оказался в другом месте. Это место показалось ему очень знакомым. Он посмотрел в зеркало и увидел себя молодым и был потрясен происходящим. Он обернулся и с удивлением увидел перед собой профессора Бриджит. Она объявила о наборе талантов в Академию Хибриана через битву в мире теней. Будет отобрано всего 600 студентов. В этот момент все студенты внизу были в замешательстве. Но профессор сказала, что это всего лишь искусственный мир, так что им не о чем беспокоиться. В этот момент Дезире понял, что сейчас 3613 год. Другими словами, он вернулся на 13 лет назад, до катастрофы, вызванной Наполитаном. В своем унынии он встретил Родорию Дорич, студентку 2-го курса этой академии. Она была гениальным колдуном и занимала первое место в академии. У нее был огненный атрибут, и ей было поручено помогать первокурсникам, таким как Дезире. Узнав, что Дезире был обычным человеком, Дорич удивилась, но не стала смотреть на него свысока, потому что была хорошим человеком. В Академии Хибриана было очень четкое разделение на классы. Дворяне относились к классу альфа, а простолюдины, такие как Дезире, к классу бета. Простолюдины обычно сталкиваются с трудностями в развитии, и многие таланты подавляются. Дорич отвела Дезире в знакомые места. Встретив тех, с кем он общался до выхода из игры, он почувствовал сильную ностальгию. Через некоторое время они встретили молодого человека, по прическе которого было понятно, что он игрок водного типа. Его звали Альхейм. Дорич и Альхейм абсолютно ненавидели друг друга, как и их огненные и водные атрибуты. Узнав, что Дезире был простолюдином, этот парень открыто посмотрел на него свысока и сказал, что такие слабаки, как Герман, даже если сдадут экзамен, попадут только в класс бета. Так что лучше не сдавать его. Через мгновение должен был начаться экзамен для студентов. Дорич отвела Дезире в зал, чтобы сдать экзамен. Пока они шли, у Дезире появилась слабая надежда изменить свою судьбу с этого момента. Хотя все здесь было знакомо, встреча с товарищами была неожиданной. Он вдруг вспомнил, что девушка, которую он не смог защитить, тоже была здесь. Эту чистую сердцем девушку звали Роман. Она тоже была первокурсницей, как и Дезире,
И после этой встречи пламя желания изменить этот мир внутри него разгорелось сильнее, чем когда-либо. Пролистав список экзаменов, они узнали, что Дезире и Роман будут в одной группе. Он уже знал, что будет в одной группе со своим товарищем, поэтому не удивился. Встреча с Романом снова напомнила ему о потере любимой, и он решил больше никогда не испытывать эту боль. На этом экзамене Дезире попал в группу D, и первым испытанием было пройти через весь мир теней для новичков, который назывался бесконечным планом. Нет, подождите. План Эринсти? Поскольку это был мир теней, созданный Академией Хибриана, он был относительно безопасным для новичков. Ущерб мог быть нанесен из любого источника, то есть участники могли использовать магию для нападения на других участников. Альхейм снова появился и не забыл посмотреть на Дезире свысока. Он сам был необычным, так как ему поручили сопровождать Азарис, волшебницу с мечом. Дезире хорошо знал эту волшебницу, потому что именно она будет сражаться бок о бок с ним против Наполитана. Астрес была волшебницей с ледяным мечом. Более того, она владела магией видения, которая не поддавалась вычислениям. Короче говоря, она была искусна как в мече, так и в магии и была надежным товарищем Дезире. Она была такой же спокойной и молчаливой, как всегда. Дорич тоже завидовала голубоволосому Альхейму за то, что у него такая красивая и умелая спутница. Но даже если соперницей была талантливая волшебница с мечом, Дорич не сравнивала ее с младшим, а вместо этого подбадривала Дезире на этом экзамене. Группа Дезире Ди будет соревноваться первой. После объявления групп для экзамена открылись ворота в искусственный мир теней. Дезире, Роман и Азрест вместе с безымянными статистами, которых вам не нужно знать, вошли в мир теней. Где-то послышались знакомые слова. «Добро пожаловать на равнину Эрис-3. В этой битве все 6 студентов будут соревноваться друг с другом». Они могли использовать любые силы и уловки, какие захотят. Любой, кто получит потенциально смертельный урон, будет немедленно устранен. Согласно воспоминаниям Дезире, в этом матче Азирис останется до конца, Азирис заметила, что Дезире все время смотрел на нее с самого начала. «Тебе что-то нравится, сестренка?» Она говорила с Дезире, даже не глядя ему в лицо. Она даже знала имя Дезире, что удивило его, но не потому, что она, как и он, путешествовала во времени. Скорее потому, что Азрест заранее проверила, что он простолюдин с физической силой ниже среднего. Она даже сказала, что не будет гоняться за слабаками, так что не стоит беспокоиться. Над объявлением начался обратный отсчет, и экзамен официально начался. Азрест молнией рванула вперед, оставив слабаков глотать пыль. Двое дополнительных студентов тут же бросились за Азрест. Остались только Дезире и Роман. Дезире, намеренно или нет, бежал рядом с Романом, а Роман отвлекался на милых существ. Дезире был счастлив, потому что Роман всегда обращала внимание на милых существ, а он думал, что этот парень, Дезире, флиртует с ней. У Дезире всегда было дружелюбное лицо, когда он улыбался Роману, и ее тошнило от этого. Пока они с энтузиазмом бежали, их остановил огненный шар. Почувствовав опасность, Дезире тут же среагировал и оттолкнул Романа в сторону, чтобы защитить ее. Оказалось, что это был дополнительный элемент огня, который выстрелил, и он даже заявил, что похоронит их историю любви. Роман тут же контратаковала своей собственной ветряной сферой. Тогда выяснилось, что Роман была магом стихии ветра. Они сражались огненными шарами и ветряными сферами. Этот игрок огненного типа явно был болтуном, потому что после одного удара Романа он был мгновенно устранен. В интерфейсе системы тут же появилось сообщение, что в этой битве осталось только 5 участников. Роман, хоть и была дерзкой, все же не забыла, что Дезире только что спас ее. Она поблагодарила его, но каждый раз, когда она видела дружелюбное лицо Дезире, она просто не могла этого вынести. Поболтав немного, Дезире понял, что они сильно отстали от тех троих, которые ушли вперед. Почувствовав, что их вот-вот устранят, Роман решила показать, насколько опасным может быть игрок стихии ветра. Она создала невероятно яркое заклинание магии ветра. Тем временем в магическом совете смотрели прямую трансляцию экзамена. Все в совете считали, что в этом году было много выдающихся кандидатов. Среди самых заметных были благородные мечники, такие как Азрест, которые продемонстрировали невероятную силу по сравнению с другими участниками. Однако после этого члены совета очень пожалели председателя, замаскированного под Дезире, потому что он был простолюдином, окруженным магическими монстрами. Только профессор Бриджит возлагала большие надежды на Дезире, возвращаясь к событиям экзамена. Азрест явно была лидером в этой групповой битве из-за своих невероятных навыков, и участник, который пытался следовать за ней, думал, что на такой скорости он точно доберется до финиша. Но в этот момент он понял, что он всего лишь второстепенный персонаж, когда его остановил ужасающий ветер Романа. Что касается Азрест, то она была действительно странной, когда использовала свой меч, чтобы буквально рассечь ветер. Хотя она была замкнутой, она очень хорошо умела рассекать ветер, и дополнительный студент подумал, что Азрест такая крутая, что попытался подражать ей. Однако все его усилия закончились тем, что он получил по лицу веткой, которую сдул ветер Романа.
После этого заклинания Роман устранила обоих дополнительных участников, официально оставив на этом плане только 3. С таким количеством участников Роману даже не нужно было сражаться. Достаточно было просто добежать до финиша, чтобы сдать экзамен. Но Роман, горячая и немного сумасшедшая, не могла игнорировать раздражающие дружелюбные отношения Дезире, поэтому ей пришлось решить устранить его любой ценой. Со стороны Дезире это было нелепо, но неважно, главное, чтобы она была счастлива. Роман приготовилась запустить заклинание в Дезире, но прежде чем сдуть его, дала ему шанс сдаться. Дезире сказал, что ни за что. «Ну, это я так говорю», но Дезире вежливо отказался сдаваться. Роман почувствовала, что Дезире слишком сильно ее дразнит. Она больше не могла этого выносить и применила свой последний прием. Было создано множество магических кругов, и все они были нацелены на него. В одно мгновение одновременно было выпущено бесчисленное количество магических снарядов. Роман радостно подумала, что с Дезире точно покончено. Он никак не мог противостоять ее супернавыку. Но появился щит, и Дезире спокойно стоял, как ни в чем не бывало, без единой царапины. Дезире мягко объяснил, почему Роман была такой слабой, но также указал на некоторые сильные стороны ее последней атаки. Роман пришла в ярость, увидев это, и ей пришлось запустить новое заклинание и потребовать, чтобы Дезире сдался. Роман обрушила всю свою силу на Дезире. А Дезире, считая своего товарища довольно милым, просто стоял и позволял ей атаковать. Но на самом деле он стоял, чтобы применить магию контррасчета и изменить траекторию заклинания Романа. В этот момент Роман поняла, что магия контррасчета, которую использовал Дезире, должна была быть сильнее ее, чтобы нейтрализовать ее заклинание. Удивительно, но в системе было указано, что у Дезире самый низкий уровень, но он все равно смог заблокировать магию Романа. Теперь Роман поняла, что сила Дезире намного больше, чем у нее, а Дезире заявил, что Роман еще не слышала его презентацию, и он прикончит ее, чтобы найти Азрест. Услышав это, Роман выпустила всю свою магию, чтобы попытаться уничтожить Дезире. Роман тут же призвала сотни магических кругов и снова хаотично выпустила их в сторону Дезире. Но Дезире, похоже, уже предвидел, куда полетит каждая пуля, поэтому он нейтрализовал их все. В глубине души он думал, что, провоцируя Романа таким образом, он сделает ее сильнее, и надеялся, что адская трагедия в будущем больше не повторится. Затем Дезире очистил магические круги Романа, и Роман еще больше удивилась, когда увидела, что Дезире может даже уменьшить трение своего тела. Дезире сказал Роману, что это просто соревнование, а не бой, и кроме того, если здесь получить урон, то тебя просто устранят, а не уложат в постель. Так что в этом нет никакой практической пользы. Как только он закончил говорить, Дезире выпустил огненную магию за спиной и оттолкнул Романа, что сильно удивило Романа уровнем Дезире. В то же время Азрест быстро приближался к финишу, когда Дезире погнался за ним. Но Азрест понял ситуацию и знал, что Роман уже побеждена этим молодым человеком. Благодаря этому Азрест по-другому взглянул на Дезире. Азресту пришлось остановиться и встретиться с Дезире лицом к лицу, если он хотел добраться до финиша. Как и Роман, Азрест выпустил шквал магических кругов, чтобы сбить Дезире с ног. Дезире тут же применил обратный расчет, но прежде чем он успел полностью решить их, Азрест уже начал свою магическую атаку. Однако Дезире все же смог изменить направление атаки и избежать смертельной раны. И он даже пошел дальше, контролируя ледяную магию Азреста, и был готов контратаковать. Не имея другого выбора, Азрест собрал оставшиеся магические круги, чтобы выпустить одно огромное и длинное заклинание, чтобы прикончить Дезире. Эта атака была довольно сильной, поэтому Дезире смог лишь немного отклонить ее, чтобы избежать повреждений. Дезире воспользовался индийской теорией, используя взрыв, вызванный Азрестом, чтобы добраться до финиша, не сражаясь с Азрестом напрямую. Хотя он победил, Дезире не чувствовал себя счастливым, потому что думал о том, как сделать Азреста и Романа сильнее, чтобы они смогли преодолеть трагедию будущего. В классе F уже был один человек, способный справиться с 3 участниками одновременно и сдавший экзамен. Его звали Данта Хадун. После окончания конкурса были объявлены результаты экзамена, согласно которым Совет Академии соберется и распределит студентов по классам. Как мы знаем, класс Альфа изначально предназначался только для студентов благородного происхождения и с высоким уровнем магии. И, естественно, Совет не стал бы зачислять в этот класс обычных участников. Однако в этом году директор хотел специально порекомендовать одного участника в класс Альфа, и наш прекрасный профессор Бриджит предложила Дезире, потому что у него был самый большой потенциал. Он победил даже Азреста в конкурсе. В то же время на публичных табло все были очень рады попасть в класс Альфа. Только Роман не могла поверить, почему она хорошо сдала экзамен, но попала только в класс Бетта. Может быть, потому что она не была дворянкой?
После того, как ее распределили в этот класс, Роман почувствовала себя некомфортно, потому что в классе бета все пахло дешевизной. Более того, в классе даже был классный руководитель с лицом гангстера. Этот учитель постоянно оскорблял учеников класса бета, называя их ничтожествами, что невыносимо задевало гордость Романа. Учеба в классе бета действительно вызывала у нее очень неприятные чувства, и что еще хуже, рядом с ней сидел никто иной, как парень, который высмеивал ее на экзамене, Дезире. Роман была удивлена, потому что Дезире явно был лучшим, но попал в класс бета. Что касается Дезире, ему было все равно. Он только посмотрел на Романа и улыбнулся, а ей стало еще обиднее. Дезире прекрасно знал, что даже если бы он был лучшим гением, он мог бы попасть только в класс бета, потому что даже с помощью профессора Бриджит судьба не изменилась. Профессор Бриджит была единственной, кого Дезире считал семьей, когда он еще был в приюте. Все учителя в совете очень резко отреагировали на предложение профессора Бриджит зачислить Дезире в класс альфа, несмотря на его хорошие результаты. Потому что с самого основания эта академия всегда разделяла два класса толстой стеной, и это никогда не менялось. А для Дезире сейчас не важно, где учиться, потому что он знает, что в этом классе бета все еще много выдающихся учеников. Здесь он хочет помочь каждому пробудить в себе силу, чтобы каждый стал сильнее перед лицом мира теней. Учеба в этом убогом классе бета заставляет Романа ни с кем не разговаривать на переменах, поэтому она села и заснула. В этот момент к ней подошел молодой человек, который возглавляет группу F, Донта, чтобы поговорить с ней. Донта начал льстить Роману, говоря, что он учится в классе Альфа и только что присоединился к лучшей группе Академии под названием «Голубая луна». Донта хотел набрать в свою группу больше таких же отличных участников, как Роман. Роман была одновременно удивлена и увидела в этом возможность. Потому что, возможно, если бы она присоединилась к этой группе, Академия перевела бы ее в класс Альфа. Однако, поскольку за подарок нужно заплатить, Донта выдвинул требование, что если она хочет присоединиться к группе, то должна встречаться с ним. Роман покраснела от смущения. Хотя она была влюблена в парней, этот парень показался ей немного странным. Они только что познакомились, а он уже пригласил ее на свидание, конечно, она не согласилась. Тогда Донта начал говорить какие-то банальные фразы, чтобы флиртовать с ней. Например, «Я полюбил тебя с первого взгляда», или «Ты благородная аристократка, которая не заслуживает того, чтобы сидеть в этом классе бета». Однако это произошло слишком внезапно, и поскольку ей все еще нужно было сохранить свою ценность, Роман не сразу согласилась. Увидев это, Донта не расстроился. Он дал Роману что-то, что назвал подарком из своего родного города, и Роман приняла этот подарок от парня, вероятно, втайне обрадовавшись. По словам Донты, он дарит этот подарок только тем, кто вызывает у него особые чувства. Как только Донта закончил, Дезире внезапно появился из ниоткуда, заставив Романа вздрогнуть от неожиданности. Странно, но Дезире очень спокойно отреагировал, когда увидел, что другой парень пытается украсть его коробку с молоком, возможно, потому что он уже это предвидел. И Дезире сказал, что у него тоже есть просьба, похожая на просьбу Донты, пригласить Романа присоединиться к его группе. Конечно, в этой ситуации Роман сразу же отказала ему, потому что только что богатый парень уже поклялся ей в верности, так что у Дезире не было шансов. В глубине души Дезире не мог не волноваться, потому что ее решение могло привести к катастрофической ошибке. Не имея другого выхода, Дезире пришлось пойти на хитрость, передав Роману письмо и попросив ее прочитать его в безлюдном месте. Роман подумала, что это какое-то сентиментальное любовное письмо, и насмешливо посмотрела на Дезире. Дезире прошептал ей на ухо: «Прочитай его, а потом уничтожь, иначе ты обречена». Это звучало опасно, поэтому как только Дезире ушел, Роман прочитала письмо. Прочитав его, она очень испугалась, потому что все ее секреты были известны этому парню по имени Дезире. В то же время Дезире вышел на улицу и нашел своих товарищей по команде из будущего. Следующим был этот синеволосый парень. Его звали Прам Шнайдер. По словам Дезире, в будущем Прам был одним из самых быстрых фехтовальщиков в Академии. Но в то время он учился только в классе бета, и Дезире считал, что Прам мог бы стать еще сильнее, если бы его правильно тренировали. Пока Дезире сидел, к нему подошла Роман, вероятно, с множеством вопросов. Но прежде чем она успела что-то сказать, Роман уже была очарована маленьким и милым видом Прама, настолько, что в шутку захотела забрать его домой и воспитывать как домашнего питомца. Внизу Прам готовился к спаррингу. Прам держал в руке меч, который был больше стола, чтобы сразиться с рыжеволосым аристократом. Его звали Персиваль. Он был учеником класса Альфа и магом стихии огня. Дуэль началась с преимуществом Прама. Его оружие было действительно огромным, но он продержался всего 2 минуты, прежде чем ослаб и исчерпал свои силы. На трибунах Дезире не мог понять, как Прам мог выбрать для боя меч больше, чем его собственное тело.
Противник воспользовался шансом и начал непрерывно атаковать Прама. Когда у Прама появился шанс контратаковать, он ударил изо всех сил, но промахнулся, и его меч отлетел в сторону, и он проиграл. Несмотря на победу, Персиваль был раздражен, потому что Прам все же один раз попал по нему. Чтобы выплеснуть свое разочарование, он подошел и ударил Прама прямо в лицо. Увидев это, как мог Дезире просто стоять в стороне? Он быстро спустился вниз, чтобы вмешаться, не забыв сердито отчитать Персиваля, назвав его презренным негодяем, бесстыдным сверх всякой меры. Чувствуя себя оскорбленным, этот благородный мальчишка хотел ударить Дезире мечом. Ну а для Дезире против такого ничтожества было достаточно просто блокировать меч голыми руками, глядя на своего противника любящими глазами. Персиваль почувствовал, что что-то не так, и в отчаянии убежал. Сразу после этого конфликта Прам аккуратно перевязал рану Дезире и чувствовал себя очень виноватым за то, что косвенно сделал Дезире врагом класса Альфа. Но Дезире, как обычно, это не волновало. Затем Прам представился Дезире и Роману, не забыв поблагодарить Дезире за помощь. Прам пообещал, что отплатит за эту услугу и сделает все, что Дезире от него потребуется, ему нужно только сказать. Когда Прам ушел, Роман вдруг вспомнила, что хотела что-то сказать Дезире. Когда они остались вдвоем, Дезире сказал Роману, что давно знал, что она не из благородной семьи, и что дворянский титул, которым она хвасталась перед другими, был куплен ее родителями за большие деньги. И, конечно, все учителя в этой академии знали о происхождении Романа, поэтому и отправили ее в класс Бета. Дезире также повторил свой совет не присоединяться к группе Данте, потому что в глубине души этот парень считал простолюдинов грязными крысами из канализации. Вот почему Дезире хотел, чтобы Роман присоединилась к его группе. Сначала Роман отказалась, сказав, что как она может объединиться с таким парнем, как он. Но ее отношение изменилось, когда она узнала, что Прам и Дезире будут в одной команде. Более того, Роман нашла Дезире странным, потому что он слишком много знал о ней, в том числе о ее скрытых способностях во время вступительного экзамена. Поэтому она решила присоединиться. Она также не забыла сказать, что раскроет секрет Дезире. В прошлом мать подарила Праму меч, символ любви его отца к матери и ребенку, пока он сиял. Но меч в руке Прама тут же сломался, и он был очень удивлен. Этот кошмар заставил Прама закричать и проснуться. В то утро Дезире, Роман и Прам пришли в кабинет профессора Бриджит. Дезире хотел попросить ее сформировать группу. Услышав это, профессор очень обрадовалась и приготовила пирожные и чай для этих студентов. Когда его спросили о цели создания группы, Дезире ответил, что очень хочет выиграть рейтинговые бои, чтобы быстро перейти в класс Альфа, как бы трудно это ни было. Когда Прам спросил о рейтинговых боях, профессор объяснила, что такие соревнования определяют рейтинг студентов. Формат будет таким: бои между классом Альфа и классом Бета. Однако эти бои были только предварительными. Официальные раунды пройдут в мире теней, и 9 самых выдающихся получат звание одиночных бойцов. С этим званием студенты класса Бета будут переведены в класс Альфа. Но за всю историю турнира никому из класса Бета не удавалось перейти в класс Альфа. Действительно, Роман заметила, что разница в силе между двумя классами слишком велика, поэтому это соревнование будет очень трудным. Хотя Дезире знал это, он все равно был уверен, что его группа победит, потому что его одного было достаточно, чтобы победить на турнире. Профессор Бриджит тоже верила, что если команда Дезире победит, то гнилое состояние этой академии изменится. А условием для создания группы было то, что все согласились присоединиться к Дезире, поэтому она спросила, действительно ли Роман и Прам хотят присоединиться к нему. Сразу после этого Дезире провел 2 членов своей команды мимо тренировочных площадок класса Альфа. Как и ожидалось, условия для тренировок в классе Альфа всегда были идеальными. А тренировочный зал класса Бета был похож на свинарник. Пол был изъеден термитами, а в глубине зала даже жили крысы. Прам с его хрупким сердцем побледнел от страха при виде крыс, а Роман, одержимая привлекательными мужчинами, прыгнула на Дезире и вцепилась в него. Хотя Роман сказала, что не хочет тренироваться в этом свинарнике, Дезире ничего не мог поделать, потому что это было единственное место, которое могла подготовить профессор. Поэтому, нравится им это или нет, им всем пришлось убираться, чтобы было где тренироваться. Через некоторое время, когда Прам открыл глаза и проснулся, он увидел, что это место превратилось из свинарника в человеческое жилище, благодаря усилиям Дезире и Романа по уборке. После долгой борьбы с крысами Роман захотела вернуться в свою комнату и смыть запах крысиного помета.
Но Дезире сказал ей, что раз уж она и так плохо пахнет, то лучше сразу тренироваться, потому что если она пойдет мыться, то потом не сможет заниматься. Что касается Романа, она очень сомневалась, когда профессор спросила, действительно ли она хочет присоединиться к Дезире. Дезире точно знал, как заставить Романа присоединиться, поэтому он провоцировал ее, пока она не разозлилась и не присоединилась на месте. Что касается Прама, он очень хотел присоединиться к Дезире, поэтому сразу согласился. И теперь, когда все были в одной лодке, им пришлось слушаться капитана Дезире, что очень раздражало Романа. Первым уроком, который Дезире преподал Роману, было повышение точности ее магии, и она уверенно создала несколько магических кругов и нацелилась на то место, которое указал Дезире. Хотя Роман попала в цель, Дезире хотел, чтобы она попала точно в центр. Услышав это, Роман потеряла дар речи, потому что думала, что никто не сможет этого сделать. Дезире знал, что Роман в будущем станет отличным магом, потому что все ее техники уже попадали точно в цель. Но он хотел, чтобы она стала еще сильнее, поэтому снова подразнил ее, сказав, что ей лучше просто подмести пол. Услышав это, Роман пришла в ярость, но ничего не могла с этим поделать. Ей оставалось только слушаться Дезире и продолжать тренироваться. Следующим упражнением для Романа было использовать свою ману, чтобы поместить мяч в круг перед собой. Это упражнение помогло бы Роману улучшить точность ее магии ветра. Под руководством Дезире Роман использовала легкий ветерок, чтобы поднять мяч. Хотя мяч только взлетел вверх, а затем упал обратно на то же место. Дезире был очень доволен, потому что Роман поняла суть. А сама она была очень счастлива, потому что это был первый раз, когда Дезире похвалил ее. Помимо обучения Романа магии, Дезире также хотел помочь Праму отточить его мастерство владения мечом. Но проблема была в том, что Дезире не знал, с чего начать, потому что Прам уже был очень хорош в фехтовании. По воспоминаниям Дезире, Прам был грозным фехтовальщиком, который побеждал на каждом поле боя, владея мечом под названием рапира. Дезире задавался вопросом, почему Прам вчера выбрал самый большой меч для дуэли со студентами класса Альфа, когда ему следовало выбрать самый маленький и легкий меч, чтобы использовать его более эффективно. Когда его спросили, Прам замялся и не решился ответить. Но когда Дезире сказал, что это очень важно для общей силы команды, Прам наконец отвел Дезире в свою комнату, чтобы рассказать причину. Прам взял рапиру и сказал, что это меч, который оставил ему отец. По словам Прама, он никогда не видел своего отца, потому что его отец был дворянином, а мать – простолюдинкой. И этот меч был движущей силой его желания стать фехтовальщиком. В надежде, что однажды, когда он станет сильным, он встретится со своим отцом. Однако его мать всегда пыталась помешать ему встретиться с отцом, потому что они никогда не были равны по статусу. Мать Прама тоже страдала от неизлечимой болезни и до конца жизни ни разу не рассказала Праму о его отце. Дезире понимал, почему мать Прама так поступила, потому что если бы Прам встретился со своим отцом, репутация этого дворянина была бы запятнана, и Праму больше не разрешили бы здесь находиться. В этот момент Прам рассказал, что поступил в Гибрианскую академию, чтобы узнать о репутации своего отца, и даже отнес меч на оценку. Но результаты показали, что меч был полной подделкой, которую ни один дворянин никогда бы не использовал. Из-за ненависти к отцу Прам поклялся никогда больше не использовать этот меч, и в гневе выбросил его. На следующее утро Прам вернулся к тренировкам с двуручным мечом, а Роман все больше совершенствовалась в упражнении с мечом в круге. Пока они тренировались, Дезире наклонился к Роману и спросил о подарке, который Донта подарил ей раньше. Это заставило Дезире задуматься о происхождении рапиры, которую когда-то держал Прам. Но проблема была в том, что Прам уже продал этот меч накануне, поэтому они вдвоем отправились в город искать меч, который продал Прам. Этот рынок был очень знаком Дезире, потому что до переселения он часто сюда приходил, а место, где Прам продал меч, находилось в маленьком переулке. Хотя Дезире очень хотел вернуть меч, Прам настаивал, что он ему больше не нужен. Прочитав правила магазина, они вошли внутрь и встретили большого, высокого, темного и вонючего мужчину. Как только они вошли, мужчина сразу же закрыл дверь. И Дезире почувствовал, что этот магазин определенно подозрительный. Не говоря уже о том, что сам владелец магазина выглядел совсем неприлично. Не теряя времени, Дезире сразу перешел к делу и сказал, что хочет выкупить рапиру, которую продал Прам. Владелец магазина упрямо отказался, сказав, что после продажи деньги не возвращаются. Однако Дезире все равно хотел выкупить ее, независимо от цены, которую назвал мужчина. Почуяв запах денег, владелец магазина достал меч, заявив, что этот ржавый меч вообще ничего не стоит.
Когда владелец магазина показал меч, Дезире заметил, что узоры на нем напоминают благородный дизайн подарка, который Донта когда-то подарил Роману. Владелец магазина признался, что предметы с такими узорами обычно дарят дворяне тем, кого они любят, но, к сожалению, он не знал, как вытащить меч из ножен. Видя, как сильно Дезире хочет купить меч, он назвал цену в 40 серебряных монет, хотя сам купил его у Прама всего за 3. Услышав это, Прам пришел в ярость, но это был бизнес. И если ты согласен купить, то это честная сделка. Так что даже если владелец магазина был хитрым, ему пришлось согласиться. Не желая тратить время на мошенников, Дезире сразу же заплатил 40 серебряных монет. Сделка была завершена, но владелец магазина все равно насмехался над тем, что Дезире все равно не сможет вытащить меч. Однако с помощью своей магии множественного проникновения Дезире смог прочитать скрытые надписи, выгравированные на лезвии. Сразу после этого он передал меч Праму и не забыл объяснить ему, как его вытащить, нажав на маленькую выемку в середине рукояти. Прам успешно вытащил рапиру. Ее лезвие было сделано из ослепительно блестящего металла. Дезире объяснил, что это легкий сплав, мягкий, как перья, но прочнее стали, идеально подходящий для такого маленького человека, как Прам. Хитрый владелец магазина понял, что меч был необычным, и отказался их отпускать. Он приказал своим людям заблокировать дверь, чтобы Дезире и Прам не смогли уйти. Он даже потребовал, чтобы Дезире оставил меч, и тогда он их отпустит. Конечно, Дезире отказался. В ярости владелец магазина приказал своему здоровяку-помощнику применить силу, чтобы усмирить Дезире, но Дезире лишь слегка уклонился от атаки и оставил бой Праму. Дезире также подразнил его, напомнив о клятве, которую Прам дал никогда больше не использовать меч, что сильно его смутило. Однако Дезире все еще очень хотел увидеть, как Прам сражается с рапирой в руке. Маленький и ловкий, Прам легко уклонялся от ударов противника. Теперь он мог усиливать свое тело, чтобы увеличить скорость атаки, что очень удивило Дезире. Здоровяк высокомерно рассмеялся и бросился на Прама. Но Прам быстро проскользнул за его спину и нанес несколько ударов по его спине. Не останавливаясь на достигнутом, Прам использовал свою невероятную скорость, чтобы одолеть противника, не оставив ему выбора, кроме как защищаться. Хотя его удары были быстрыми, удары Прама еще не раскрыли свою силу и оставили лишь небольшие порезы на теле противника. Понимая, что ситуация была неблагоприятной, Дезире понял, что Прам сможет победить, только если будет целиться в слабое место противника. Прам снова бросился вперед, на этот раз целясь в слабое место, но здоровяк предвидел это и сильно ударил его ногой в живот. Дезире решил не вмешиваться, только напомнил Праму, чтобы тот верил в своего отца. В этот момент Прам смог прочитать надписи на мече и был потрясен тем, что Дезире тоже их понял. Но сейчас это было неважно, главное, что Прам должен был одержать победу в этой битве. Прам снова бросился вперед, и на этот раз он перехитрил здоровяка, увернувшись от его удара и зайдя ему за спину. Однако здоровяк тоже догадался о намерениях Прама, поэтому развернулся и взмахнул мечом, намереваясь разрубить Прама пополам. В этот момент Прам собрал все свои силы и разрубил меч здоровяка пополам, а затем победил его рукоятью своего меча. Битва закончилась, и когда они оба собирались выйти на улицу, владелец магазина заявил, что кроме его подчиненных никто никогда не сможет открыть дверь. Прам проигнорировал его слова, взмахнул мечом, и дверь раскололась надвое. В тот день, чтобы вознаградить Прама за упорство в бою, Дезире купил ему жареные мясные шашлычки. Прам был глубоко тронут тем, что Дезире так хорошо к нему относился. С тех пор, как умерла его мать, Прам, казалось, потерял ориентиры в жизни. Но с тех пор, как он встретил Дезире, Прам почувствовал себя счастливым. Он не забыл тихо поблагодарить своих родителей и надеялся, что они будут присматривать за ним в его путешествии. В то же время Роман тренировалась в упражнении Дезире по поднятию мяча, и после многих неудач ей наконец удалось поставить мяч в правильное положение. Все было бы идеально, если бы Дезире был рядом и увидел успех Романа. Затем она перешла к тренировке точности, где создала 5 магических кругов одновременно, и все они попали точно в центр. К сожалению, она была единственной, кто радовался этому достижению. Ей стало скучно, и она решила пойти в класс Альфы, чтобы найти Донту. Затем Донта пригласил Романа в роскошный ресторан прямо в академии. Казалось, Донта думал, что это свидание между ним и Романом, но Роман не придал этому значения и просто съел всю еду на столе. Наевшись, Роман неожиданно вернула Донте подарок, который он ей подарил на днях, что смутило и разозлило Донту.
Затем Роману пришлось сказать ему, что она уже присоединилась к другой группе в классе Бета. И не только это, но и капитан Дезире помогал ей усердно тренироваться. Что касается Донты, он всегда презирал и смотрел свысока на простолюдинов, а Роман сама была простолюдинкой. Услышав это, Донта сразу же изменил свое отношение, но все же попытался сохранить спокойствие и заявил, что Роман лжет. Тем не менее, Роман не отрицала своего происхождения и твердо заявила, что говорит правду. В этот момент Донта потерял самообладание и поклялся, что больше никогда не пригласит ее в свою группу. Роман также рассказала, что ее команда собирается участвовать в рейтинговом соревновании и подняться в класс Альфа. Услышав этот план, Донта пригрозил уничтожить группу Романа из трущоб. Перед уходом Роман не забыла поблагодарить Донту за сегодняшний обед, что только разозлило его еще больше. Оказалось, что в прошлом отец Донты был казнен простолюдинами, и что еще хуже, Донта лично видел это своими глазами, поэтому он так сильно ненавидел простолюдинов. На следующее утро вся группа Дезире собралась в искусственном теневом мире и приготовилась к битве за повышение. Естественно, они легко победили команды в предварительных раундах, одержав длинную серию побед и быстро поднявшись в рейтинге. Благодаря этому предварительному этапу члены команды постепенно стали лучше координировать свои действия, и вскоре они достигли 30-го места в турнире. Дезире считал, что с этого момента они начнут сражаться более серьезно. В комнате профессора Бриджит она тоже узнала о непобедимой серии Дезире. Но с этого момента она надеялась, что Дезире будет осторожнее, потому что найдутся те, кто пойдет на все, чтобы победить. В то же время учитель из класса Альфа был в ярости, потому что команда из класса Бета так быстро поднялась в рейтинге. Этот учитель никогда бы не позволил простолюдинам войти в класс Альфа. Он приказал своим ученикам сделать все возможное, чтобы помешать команде Дезире и не дать ему получить звание лучшего игрока. Учитель знал, что Азрест однажды сражался с Дезире на вступительном экзамене и имел шанс победить. Поэтому он без колебаний назначил Азреста командиром в битве против команды Дезире и приказал Азресту победить любой ценой. Гордый дворянин и один из лучших фехтовальщиков, Азрест жаждал отомстить Дезире за свое поражение, и это был ее шанс сделать это. Сразу после окончания занятий Азрест встретил рыжеволосого Персиваля и молодого Донту. Донта считал, что Роман его обманула, хотя она ничего ему не сделала и хотела отомстить ей. Что касается Персиваля, он тоже хотел найти Прама, чтобы отомстить ему, потому что все еще злился из-за той драки. И Азрест прекрасно понимал, что личные эмоции повлияют на способность команды соревноваться. Но лидер Азрест позволил им обоим действовать по своему усмотрению в предстоящем матче, поскольку сам он тоже хотел свести счеты с Дезире. В то же время команда Дезире усердно тренировалась, чтобы подготовиться к следующему раунду. В тот же день Дезире повел двух своих членов в школьную библиотеку, где достал стопку книг по истории и приказал Праму и Роману выучить их наизусть. Роман не понимала, зачем им учить всю эту историю, но Дезире объяснил, что раунд повышения будет проходить в теневом мире, где будут воссозданы многие исторические события. И если они смогут предотвратить эти события, то смогут пройти раунд. Роман и Прам думали, что им придется изучить все книги в библиотеке, но только Дезире, который путешествовал во времени, точно знал, какие события произойдут в теневом мире, поэтому он тщательно отобрал только нужные книги. Пока Дезире читал, Прам и Роман не могли прочитать ни слова. И Роман вдруг вспомнила, что Дезире однажды забрал Прама с собой. Поэтому Роману было интересно, что именно тогда произошло. Прам выглядел смущенным и не хотел ничего рассказывать, но Роман продолжала настаивать. Пока они спорили, книга случайно упала на голову Дезире, и он понял, что они совсем несерьезно относятся к учебе. В этот момент издалека в библиотеку вошел Азрест и подошел к группе Дезире, стоя рядом с ним и пристально глядя на него, создавая напряженную атмосферу. Постояв некоторое время, Азрест наконец открыл рот, чтобы поприветствовать Дезире, и Дезире, зная наверняка, что она уже присоединилась к сильнейшей команде Академии Голубой Луны, понял, что она пришла, чтобы бросить ему вызов. Азрест была немного удивлена, что Дезире так хорошо ее понял, и она также извинилась перед ним за то, что раньше смотрела на него свысока, не забыв при этом заявить, что победит его в раунде повышения. Услышав это, Дезире очень обрадовался, потому что в своем первом бою с Азрест он сделал все возможное, чтобы пробудить в ней решимость, которая, в свою очередь, сделает ее сильнее и не даст повториться трагическому будущему.
Через несколько дней наконец-то настал день битвы за повышение, и местом проведения была арена с 4 заранее подготовленными телепортационными воротами. Это была важная битва, потому что даже репортеры пришли взять интервью у совета факультета. Дезире понимал, какое давление испытывают его товарищи по команде. Поскольку в этом раунде участвовали только самые сильные студенты Академии, Роман и Прам выглядели очень уверенно, вероятно, потому что они очень доверяли своему другу и лидеру Дезире. Затем они втроем вышли на арену под громкие аплодисменты толпы. Здесь присутствовали только команды класса Альфа, и команда Дезире должна была начать вместе с командой Азрест из Голубой Луны. Один из членов Голубой Луны, увидев Дезире, сразу же проявил презрение, заявив, что такой слабый простолюдин, как он, недостоин участвовать в этом раунде. Что касается Донта и Персиваля, для них это была прекрасная возможность отомстить. Дезире подумал, что если он хочет получить звание лучшего игрока, то ему и его товарищам по команде придется победить всех кандидатов здесь или пройти теневой мир. Затем ворота открылись в теневой мир, и участники постепенно начали выходить. Осталась только команда Дезире. Перед тем, как войти, он напомнил своим товарищам по команде, что они должны выложиться на полную, потому что они обязательно победят в этом матче. Дезире вошел в ворота и оказался в лесу, где прозвучало объявление о том, что стартовые позиции участников выбираются случайным образом. Как только он собрался искать своих товарищей по команде, на Дезире внезапно напали, но он успел увернуться, и тот, кто устроил ему засаду, оказался членом Голубой Луны. Девушка с голубыми волосами непрерывно атаковала Дезире ледяной магией, но Дезире тут же растворил осколки льда своей огненной силой. Девушка поняла, что Дезире далеко не обычный маг, поэтому она одновременно использовала магию воды и льда, чтобы снова атаковать его. Хотя его немного отбросило назад, у него все еще хватило сил, чтобы произнести насмешливые слова в адрес своего противника. Сказав, что магия класса Альфа — это просто показуха, девушка с голубыми волосами создала вокруг Дезире магический вихрь, заманив его в ловушку и атакуя изнутри. Она думала, что уже одержала победу, и даже дала Дезире возможность произнести свои последние слова. Однако, несмотря на подавляющий вид вихря, Дезире прекрасно знал, что магия внутри него не сможет победить его, и он дал это понять девушке с ледяной стихией. Эти слова задели ее за живое, и она пришла в ярость. В мгновение ока Дезире разрушил все своим непобедимым заклинанием обратного расчета. Эта благородная девушка заявила, что обратный расчет Дезире предназначен только для простых людей. Дезире, чувствуя, что она всегда смотрит на других свысока, решил научить ее правильно использовать ледяную магию и преподать ей урок смирения. Затем Дезире применил против нее ледяную магию, превратив ее в вечный лед и сразу же исключив из игры. В этот момент организаторы объявили, что в теневом мире осталось всего 29 студентов. В другом месте член класса Альфа телепортировался на огромное травянистое поле, где решил отдохнуть от лени. Пока он наслаждался легким ветерком, внезапно откуда ни возьмись, налетел ядовитый порыв и ударил его прямо в лицо, мгновенно выведя из боя. Этот порыв был вызван магией Романа. Оказалось, что по пути Роман и Прам воссоединились и вместе удобно расправлялись с противниками, пока искали своего капитана Дезире. Роман, в частности, обладал способностью чувствовать ближайших врагов, поэтому они вдвоем легко побеждали противников. Эта способность снова пригодилась, когда он обнаружил поблизости врагов класса Альфа. Роман тут же атаковал их магией, но двое из них заметили его, так как у его магии обнаружения был недостаток, она выдавала местоположение заклинателя. Как всегда, высокомерные представители элиты класса Альфа, увидев простолюдина, сначала унизили его, а потом уже что-то сделали. Роман ответил, что класс Альфа — это просто кучка самовлюбленных дураков, опьяненных собственной силой. Прам, не говоря ни слова, бросился в атаку, но его остановил тот, кто держал двуручный меч. Обе стороны были готовы и официально вступили в бой. Прам использовал свою ловкость, чтобы атаковать владельца двуручного меча, но его товарищ ответил магией воды, заставив Прама увернуться. Затем Прам сменил тактику, быстро обогнув их и создав барьер, который окружил двух членов класса Альфа. В замешательстве владелец двуручного меча вонзил свой клинок в землю, создав густую дымовую завесу, чтобы помочь своему союзнику использовать магию. Но это ничего не значило для Романа, который использовал магию ветра, чтобы точно попасть в противника. Роман напомнил им, что они дураки, потому что использование магии выдаст их местоположение. Теперь остался только владелец двуручного меча. Роману оставалось только нанести завершающий удар и вывести мечника из игры. Хотя это было не так уж сложно, эта победа принесла им обоим огромную радость. На протяжении всего боя Роман знал, что Дезире прячется за ними. Наблюдая за их битвой,
Дезире очень гордился своими друзьями за то, что они так сильно улучшились, и продолжал хвалить их усилия. Только Роман был раздражен тем, что его завершающая магия была частично нейтрализована Дезире. Что еще хуже, Дезире даже погладил ее по голове, чтобы подбодрить, что еще больше разозлило ее. Однако Дезире знал, что рейтинговый экзамен еще продолжается, и сейчас не время расслабляться. В других событиях слабые участники уже были быстро исключены из экзамена, и вскоре на поле боя в этом теневом мире осталось всего 18 участников. Единственной целью Дезире было помочь всей своей команде попасть в класс Альфа. Для этого им нужно было очистить теневой мир. Поразмыслив, Дезире понял, что пройти этот мир будет очень сложно. Поэтому для них было бы более реальным попасть в девятку сильнейших участников. Однако путь к тому, чтобы попасть в девятку сильнейших и завоевать титул единственного победителя, тоже будет очень трудным, так как им придется столкнуться со многими грозными противниками. Прам был уверен, что вся команда сможет это сделать. Пока они сидели и планировали, пошел дождь, и группе пришлось искать укрытие под большим деревом. Роман посмотрел на своих товарищей по команде и подумал, что у него никогда не было надежды попасть в класс Альфа, а если бы он поверил словам Данте, то какие последствия это бы повлекло? Увидев, что Роман волнуется, Дезире снова погладил его по голове, чтобы подбодрить, и сказал, что сейчас и Роман, и Прам стали намного сильнее. В этот момент Роман тоже почувствовал доброту своего капитана и понял, что Дезире действительно добрый человек. Несмотря на внешнюю суровость, Роман был очень рад быть членом этой команды. В этот момент раздался звон часов, удивив всех участников. По словам Дезире, это было событие, описанное в книге по истории, и Дезире уже обсуждал эту книгу со своими товарищами по команде. Башня с часами Приуса была магическим устройством высокого уровня, и всякий раз, когда она передавала энергию в небо, в теневом мире рождалось множество демонов. В этот момент организаторы объявили об этом. Официальная миссия по выживанию началась. Каждый должен был найти способ выжить в битве с демонами, созданными башней с часами. На совете учителей все считали, что класс Бета никогда не сможет противостоять демонам и рано или поздно будет уничтожен. Только профессор Бриджит очень беспокоилась за команду Дезире, не зная, смогут ли они справиться с этим. Вернувшись к группе Дезире, они вдруг почувствовали отвратительный запах. Из-под земли появилась гигантская крыса, и Прам с Романом в страхе прижались к Дезире. Эта крыса была не одна. Она издала крик, приказывая тысячам крыс позади нее броситься вперед и атаковать. Понимая, что ситуация не из лучших, троим ничего не оставалось, кроме как бежать. Дезире знал, что эти крысы были демонами, и их основной пищей была человеческая кровь. Их нельзя было победить обычной магией Романа или фехтованием Прама. Пока они отчаянно бежали вперед, им преградило путь большое дерево. Роман подумал, что она не сможет перепрыгнуть через него, но если она не перепрыгнет, то станет пищей для крыс. Поэтому она заставила себя прыгнуть и упала. Ведущая крыса бросилась на Романа, намереваясь сожрать его, но он контратаковал. Как и сказал Дезире, крысы-демоны были устойчивы к его магии, поэтому она не подействовала. Дезире приказал всем временно отступить, но Прам бросился в гущу крыс, шокировав Дезире. В другом случае на команду Азры тоже напали крысы, и один из ее членов был уничтожен. Другие команды тоже пытались справиться с назойливыми крысами. Слабые команды ничего не могли сделать, кроме как терпеть, и их быстро уничтожали. Вернувшись к команде Дезире, Прам искал крысу-лидера, чтобы убить ее, потому что считал, что она была серьезно ранена после удара магии ветра Романа. Снаружи Дезире отчаянно искал крысу в толпе, беспокоясь, что Прама могут уничтожить, и, конечно, он тоже не мог использовать магию, потому что она могла навредить Праму. После долгих поисков Прам смог ударить крысу-лидера, и остальные крысы разбежались. Система объявила, что крысиная орда уничтожена, но Прам был измотан. Дезире очень сожалел, что позволил своему товарищу по команде оказаться в таком состоянии. Из-за того, что он был слишком уверен в успехах Романа и Прама, Дезире был немного обеспечен. Дезире ударил себя по лицу и напомнил себе, зачем он здесь, что он должен стараться изо всех сил, чтобы в будущем не потерять больше товарищей. Когда Прам очнулся, он напомнил всем, что нужно немедленно двигаться, потому что понял, что целью этого теневого мира была башня с часами Приуса. Дождь усилился, и команда Азрета вскоре добралась до башни с часами.
Они также знали, что если остановят часы над башней, то теневой мир будет завершен. Но в этот момент над башней появилась магическая буря, атаковавшая команду Азрета, и Азрету пришлось использовать ледяную магию для защиты. Любой, кого она заденет, будет немедленно исключен из конкурса. Теперь Азрет еще больше беспокоился об опасности для товарищей по команде Дезире, потому что оказалось, что команда Дезире поднялась на башню раньше команды Азрета и ждала их. Оставшиеся 3 членов команды Азрета больше не колебались и бросились прямо к воротам башни. Но перед атаками Романа, похожими на шторм, Донта и Персиваль могли только беспомощно свернуться калачиком. Даже Азрет боролся, потому что магия Романа исходила с разных сторон. Увидев это, Дезире изменил свою стратегию и стал атаковать другие команды, а не только Азрета. Это было сделано для того, чтобы другие команды двигались к башне с часами. Роман заподозрил план Дезире, но Дезире сказал Роману просто довериться ему. Роман использовал свое преимущество сверху, чтобы уничтожить противников. Дезире наложил магию обратного расчета на всю башню с часами и ждал, когда придет Азрет. Азрет и ее товарищи по команде вошли внутрь и тоже увидели, как здесь сражаются другие команды. С этой стороны черноволосый мужчина заявил, что Азрет использовала уловку, чтобы незаметно напасть на другую команду и добраться сюда. Хотя Азрет была несправедливо обвинена, она не могла сказать, что это сделала команда Дезире, потому что никто бы не поверил, что команда Простолюдина может быть такой сильной. Азрет сразу поняла, что это уловка Дезире, поэтому не стала ничего объяснять. Ей ничего не оставалось, как выйти на бой с черноволосым мужчиной. Черноволосый мужчина начал с магии адского пламени, окружив Азрет. Но для такой фехтовальщицы, как она, это было пустяком. Азрет мгновенно телепортировалась за его строй и прикончила 2 его членов. Понимая, что он не может победить, черноволосый мужчина объединился с другой командой, чтобы победить ее. Однако все остальные команды заставили Азрета потратить немного больше времени, прежде чем быстро их уничтожить. Но объявления о том, что еще кто-то был уничтожен, не было, поэтому план Дезире использовать Азрета для уничтожения врагов провалился. Сверху Дезире и 2 его товарищей по команде услышали приближающиеся шаги Азрета. Наконец Азрет, Данте и Персиваль столкнулись с Дезире, Романом и Прамом. Оказалось, что раньше Азрет использовала свою ледяную магию только для того, чтобы сдерживать противников, потому что Азрет никогда бы не позволила Дезире и его команде простолюдинов войти в 9 сильнейших. Азрет заявила, что Дезире недостоин звания одиночного игрока, потому что он использовал трусливые грязные приемы. Чтобы победить, нужно доказать свои способности. Как только она закончила говорить, Азрет использовала свою ледяную магию, чтобы перенести себя и Дезире на самый верхний этаж башни с часами для поединка 1 на 1, а внизу будет битва оставшихся 4. Персиваль снова столкнулся с Прамом и выглядел очень взволнованным, а Дантес самодовольно заявил, что пришло время ему свести счеты с Романом. На верхнем этаже Дезире лежал неподвижно, но Азрет знала, что его так просто не победить. Когда Азрет подошла к Дезире, он внезапно использовал магию гравитации, чтобы управлять осколками и атаковать ее, но Азрет легко нейтрализовала это своей ледяной магией. Но прежде чем она успела обрадоваться, Азрет поняла, что эта комната уже была пропитана магией обратного расчета. В то же время, пока Прам и Персиваль сражались на равных, Персиваль внезапно бросился вперед и ударил Прама головой в лоб, заставив его пошатнуться. И, конечно, этого было недостаточно, чтобы сбить Прама с ног. Он постоянно уклонялся и ловко контратаковал Персиваля. Таким образом, Прам использовал разницу в скорости, чтобы уклоняться от всех ударов меча Персиваля. Поняв, что Прам больше не слаб, как раньше, Прам ударил Персиваля ногой в живот, сделав его еще более беспомощным. Он не мог понять, как за такое короткое время Прам стал таким сильным. Но Прам не стал отвечать и даже высунул язык, чтобы подразнить его. Это разозлило Персиваля. В отличие от Прама, Роман столкнулся с множеством трудностей в бою с Донтой. Поскольку Роман продолжал атаковать Донту заклинаниями, у нее почти закончилась мана. Донта воспользовалась возможностью, чтобы прикончить Романа. Но, к счастью, кусок льда, который Азрет бросила сверху, упал на Донту, закрыв ему обзор. Воспользовавшись этим, Роман непрерывно атаковал Донту со всех сторон, доставляя ему много проблем. Поняв, что ситуация складывается не в его пользу, Донта использовал ожерелье на шее, чтобы рассеять туман. К нему вернулось зрение, и он бросился прямо на Романа с мечом, снова переломив ход битвы. Будучи магом дальнего боя, Роман едва мог сражаться в рукопашную с таким бойцом ближнего боя, как Донта. Понимая, что она не сможет победить Донту, Роман решила пойти на переговоры. Она заметила, что ожерелье на шее Донты похоже на то, что он когда-то подарил ей.
Донта сказал, что такая простолюдинка, как Роман, никогда не получит от него такого подарка. Но Роман ответила, что будь то дворянин или простолюдин, все они люди, и между ними нет никакой разницы. Услышав это, Донт разозлился еще больше, потому что слова Романа напомнили ему о его болезненном прошлом. Он громко и четко сказал Роману, что дворяне всегда выше, в отличие от простых людей. Как только он закончил говорить, он использовал свое кольцо, чтобы создать огненный круг вокруг Романа. Хотя Роман смогла его заблокировать, она не смогла защититься от следующего удара и была отброшена к стене. Прам увидел, что Роман ранена, и бросил свой бой, чтобы подбежать к ней. На стороне врага Донта был так взбешен, что потребовал, чтобы Персиваль отошел в сторону, чтобы он мог разобраться с ними обоими сразу. В это время Роману нужно было время, чтобы восстановить ману, поэтому она попросила Прама задержать его. Прам согласился и бросился вперед, чтобы обменяться ударами с Донтой. Донта не стал сражаться с Прамом напрямую, а вместо этого использовал магию из артефакта ожерелья, чтобы прижать Прама к скале и прикончить Романа первым. Однако Прам вовремя вырвался и нанес удар, отрезав ожерелье, артефакт от шеи Донты. Этот удар также оставил рану на лице Донты. Несмотря на то, что Донта был в невыгодном положении, он категорически отказался позволить Персивалю присоединиться к битве. Поняв, что единственной целью Донты была она сама, Роман хотела сразиться с Донтой одна, чтобы Прам мог сначала победить Персиваля, но Прам отказался, потому что хотел, чтобы все трое получили титул «Одинокий мститель». Более того, Дезире вдохновила их обоих, поэтому Дезире, конечно, не хотела бы никого бросать. Услышав это, Роман воспрянула духом и встала рядом с Прамом, в то время как над башней разгоралась дуэль между Азрастом и Дезире. Потому что на этот раз не было финишной черты, которая бы определила победителя как раньше. Дезире должен был победить Азраста, если хотел получить титул «Одинокий мститель». Азраст использовала ледяную магию, чтобы первой атаковать Дезире, но она была полностью разрушена его обратным расчетом. Азраст чувствовала, что приблизиться к Дезире невозможно, поэтому она использовала ледяные заклинания, чтобы атаковать издалека. Азраст постоянно призывала огромные ледяные глыбы, чтобы сокрушить желание. Что касается Дезире, он оставался спокойным и всего несколькими щелчками пальцев развеял всю ледяную магию Азраста. Он даже призвал ад, чтобы сокрушить ее. После некоторого времени борьбы преимущество было на стороне Дезире. Даже сама Азраст почувствовала разницу в силе между ними. Конечно, Азраст не могла с этим смириться. Она не могла понять, почему все характеристики Дезире были намного ниже, чем у нее, но он мог так сильно ее теснить. Тем временем Дезире оставалась беззаботной и расслабленной, как будто ничего не происходило. Желание продолжало использовать другое заклинание для атаки. Огненные шары непрерывно летели в сторону Азраста, но она бросилась вперед, уклоняясь от них. Азраст была действительно грозной, когда могла приблизиться к Дезире, передвигаясь по воздуху. Меч Азраста постепенно приближался к Дезире, когда он его блокировал. Оказалось, что он использовал магию усиления на себе, чтобы вступить в ближний бой с Азрастом. Это сильно ее удивило. Но силу такой первоклассной фехтовальщицы, как Азраст, нельзя было недооценивать. Она сильно взмахнула мечом, отбросив Дезире назад. Азраст неустанно атаковала Дезире. Она непрерывно размахивала мечом, создавая подавляющую позицию, которая ставила Дезире в невыгодное положение. Однако все усилия Азраста не могли нанести ни одного удара по Дезире. Пока Дезире оставался совершенно спокойным, он спросил Азраста, счастлива ли она от такой борьбы. Потому что, согласно воспоминаниям Дезире, в будущем у Азраста всегда было такое печальное выражение лица. Но если бы она могла сражаться с достойным противником, ей бы больше не было скучно. Азраст также призналась, что действительно хотела победить Дезире. Поэтому Дезире тоже надеялся, что она сможет раскрыть всю свою силу. Азраст впервые заинтересовалась своим противником и действительно хотела серьезно сражаться. Азраст начала сбрасывать ножны и произнесла мощное заклинание под названием «Зимний дворец», и вскоре вся башня замерзла. Это место казалось владениями Азраста. Она непрерывно использовала навыки со всех сторон, и Дезире оставалось только уклоняться. На стенах она даже вызвала десятки магических кругов, нацеленных на Дезире. Разрушить этот дворец казалось невозможным для Дезире, но он полностью нейтрализовал магические круги Азраста и заставил их исчезнуть. Дезире подумал, что в таком возрасте Азраст смогла сотворить заклинание уровня дворца, и это было действительно удивительно. Но каждый раз, когда Азраст создавала магические круги, Дезире их рассеивал. Он был уверен, что приемы Азраста никогда его не коснутся. Азраст тоже поняла, что если она продолжит так сражаться, это будет бессмысленно. Поэтому она решила снять заклинание «Зимний дворец» и сосредоточить всю свою силу на мече. Вернувшись к битве 4 человек внизу, Донта изо всех сил размахивал мечом, но не мог попасть в Прама. Прам воспользовался своим проворным телом, чтобы броситься вперед и ударить Донту в живот, отбросив его к стене. Донта понял, что пора отказаться от своей гордости и позвать на помощь Персиваля. Донта не забыл сказать Персивалю, что хочет как можно скорее избавиться от этих насекомых.
Персиваль сразу согласился и перешел в наступательную позицию. Он взлетел и направил свой меч прямо на Прама. Но Прам смог парировать и отбил меч Персиваля. Воспользовавшись моментом, когда Прам и Роман отвлеклись, Данте напал на Романа сзади. Персиваль выхватил свой меч и атаковал Прама спереди, создав клещи. В этой опасной ситуации Роман вспомнил о Дезире. Она не хотела его разочаровывать. Затем Роман сказал Праму пригнуться, и она мгновенно применила магию ветра, которая отбросила двух противников из высшего класса. Тем временем Азраст вложила всю свою магию в меч и превратила его в ледяной меч. Это была высшая техника фехтовальщицы. Согласно тому, что знал Дезире, для освоения этой техники требовалось 10 лет. Что еще важнее, Дезире знал, что Азраст приложила огромные усилия, чтобы освоить эту технику. С ледяным мечом в руке Азраст легко отразила заклинание Дезире «Бросок камня». Даже мощная магия адского огня была полностью нейтрализована Азрастом. Заклинание обратного расчета Дезире не могло повлиять на Азраста в ближнем бою, поэтому она без колебаний бросилась вперед. Одним ударом Азраст сломала меч Дезире пополам и приставила свой клинок к его шее. Азраст радостно подумала, что победа у нее в руках. Но когда он применил обратную магию ко всей башне с часами, она полностью разрушила магию башни, и с этого момента демоны больше не могли рождаться. Дезире сделал мудрый выбор, сдав экзамен вместо того, чтобы сражаться с Азрастом. Система организаторов сразу же объявила, что экзамен окончен и победителем стал Дезире. Профессор Бриджит была очень довольна, а толстяк из класса Альфа был обижен и недоволен. Он в гневе бросил свой посох на пол и заявил, что не примет такой результат. Прямо во время собрания учителей этот толстяк обвинил профессора Бриджит в том, что она использовала уловки, чтобы помочь Дезире победить. Потому что до сих пор ни один простолюдин не мог одолеть волшебного фехтовальщика и так легко сдать экзамен. Но было очевидно, что учителя наблюдали за кандидатами через камеры, и, конечно, никто не видел никаких нарушений. Поэтому другие учителя посоветовали этому толстяку перед директором прекратить ложные обвинения. Вскоре директор собирался объявить имена 9 человек, получивших звание «Одинокий ранкор», и подтвердил, что слова толстяка ничего не значат. После напряженной битвы Дезире подошел к Азрасту, потому что хотел поговорить с ней. Дезире признался, что сначала хотел, чтобы класс Альфа сражался между собой, чтобы устранить многих противников. Но поскольку Азраст разгадала его план, Дезире пришлось переключиться на прохождение теневого мира. Еще в башне с часами он пытался проанализировать магическую структуру башни, но у него не было времени, поэтому ему пришлось воспользоваться битвой с Азрастом, чтобы закончить анализ. Что касается Азраста, она тоже признала, что проиграла Дезире на обоих экзаменах. Дезире подтвердил, что сила Азраста и его собственная не сильно различались, потому что если бы меч Азраста был быстрее, чем обратная магия Дезире, возможно, он не смог бы пройти теневой мир. В этот момент внезапно появились Прам и Романс и сказали, что если Дезире проиграет, они будут сражаться вместо него, и в то же время они защищали Дезире, потому что думали, что Азраст издевается над ним. Когда Дезире воссоединился со своими друзьями после битвы, он был очень горд и погладил их по головам, а Азраст мрачно ушла, потому что скоро ее хозяин отругает ее за то, что она осмелилась проиграть Дезире. Азраст также попросила Дезире, чтобы в будущем она могла тренироваться вместе с его группой. Конечно, Романс был первым, кто возразил, но Дезире был более открыт к этому. Он даже напомнил Азрасту, что она может приходить в тренировочный зал в 6 утра или после занятий каждый день. Эти слова Дезире впервые заставили Азраста улыбнуться. И это удивило Дезире. На этом их разговор закончился. Теперь группе Дезире пора было идти в кабинет профессора Бриджит, потому что она их ждала. Как только они пришли, Романсу не терпелось узнать результаты экзамена, но прежде чем объявить их, профессор Бриджит с помощью магии создала большой торт. Очень знакомый торт, потому что его испекли в очень известном магазине в городе. В этот момент профессор поздравила их и объявила, что все трое получили звание «Одинокий ранкор» и успешно перешли в класс Альфа. Прам и Романс были очень рады результатам, и профессор Бриджит тоже была очень счастлива. Вид 3 детей, радостно наслаждающихся своей юностью, заставил ее вспомнить прошлое. Когда Дезире был трудолюбивым ребенком, которого она лично учила, все ее нежные жесты во время обучения Дезире ничем не отличались от жестов матери. Теперь, видя, как Дезире вырос, она была очень довольна. В эти выходные все трое решили отправиться в город, чтобы повеселиться.
Хотя на следующий день им нужно было идти в класс Альфа, они совсем не волновались. Дезире позволил Праму и Романсу сегодня повеселиться, потому что, когда они перейдут в класс Альфа, у них может не остаться свободного времени. Первым местом, куда они пошли, был магазин модной одежды, и, конечно, больше всех радовалась единственная девушка в группе. Примерив бесчисленное количество нарядов для Дезире, но не получив никакой реакции, Романс очень разозлился. В то время как Дезире хвалил Прама за то, что он отлично выглядит в своей одежде, Романс еще больше завидовал. Оба этих знатока моды тоже хотели помочь Дезире подобрать галстук, который ему подойдет. После шопинга они втроем отправились в торговый центр, и по совпадению там была и Азраст. Это очень удивило Дезире, потому что Азраст обычно не любила такие места. Дезире понял, что теперь Азраст сильно изменилась и больше не была такой холодной, как раньше. Воспользовавшись случаем, Дезире пригласил Азраста присоединиться к его группе, чтобы повеселиться. Азраст подумала, что это также возможность отомстить Дезире, и согласилась. В это время Прам и Романс играли в автомат с игрушками, и, выиграв огромного плюшевого зверя, они оба увидели, как Дезире идет вместе с Азрастом. В отличие от прошлого раза, на этот раз Азраст была очень дружелюбна к группе Дезире. Увидев это, Прам очень обрадовался и сразу же пригласил Азраста погулять вместе. Увидев, что в группе теперь 4 человека, Дезире предложил разделиться на пары и поиграть в хоккей. Дезире объединился с Романсом, а Прам с Азрастом. Поскольку их противниками были сильнейшие фехтовальщики в академии, Дезире напомнил Романсу, чтобы тот был осторожен. Что касается Прама, то он был так серьезен, что его аура стала угрожающей, как будто он хотел поглотить Романса и Дезире. Прам начал подавать мяч по сложной зигзагообразной траектории, из-за чего Дезире было очень трудно защищаться. Тем временем Романс разогнался и с помощью магии ветра отправил мяч прямо в ворота соперника. Увидев, что Романс использует магию, Дезире остановил его, потому что это было нечестно. С другой стороны, Азраст совсем не испугалась Романса и сразу же применила против него магию. Азраст использовала магию льда, чтобы создать стену, которая отбила мяч обратно в ворота Романса. Дезире был очень рад видеть, как все весело играют вместе. Потому что рано или поздно они все будут в одной команде и будут сражаться бок о бок, как сильнейший боевой отряд человечества. Увидев, что Дезире задумался, Романс напомнил ему, чтобы он сосредоточился. Романс сделал движение, которое отправило мяч прямо в ворота, и Азраст снова использовала магию льда, чтобы заблокировать его. Но на этот раз и у Азраста, и у Романса была магия обратного расчета, и они полностью рассеяли магию Азраст. После этой прогулки Азраст поблагодарила Дезире за то, что он помог ей почувствовать себя более комфортно. И с этого момента все будут помогать друг другу в учебе и тренировках в классе Альфа. На следующее утро все трое отправились в класс Альфа. Величие и роскошь этого места поразили Прама и Романса. Это был заслуженный результат их упорного труда. Перед уроком Дезире напомнил всем, что сначала нужно пойти в тренировочный зал, чтобы размяться. Сегодня был особенный день, потому что Азраст тоже пришла тренироваться с группой. Первый спарринг был между Прамом и Азрастом. Поскольку фехтование Азраст уже было превосходным, Дезире хотел отточить ее точность. Дезире использовал тоже тренировочное упражнение, которое Романс практиковал раньше для Азраста. Несмотря на то, что Азраст была гением, она не могла хорошо выполнить это упражнение, поэтому Дезире попросил Романса помочь ей. Во время первой тренировки с Азрастом Азраст оценила его как человека с очень острым зрением, который мог ясно видеть слабые места каждого и создавать для них наиболее подходящие тренировки. Тренировка закончилась, и все договорились встретиться с Азрастом после занятий. Во время этой тренировки Дезире снова заставила Романса повторять бесчисленные упражнения, из-за чего она к концу тренировки лежала на полу. Дезире считал, что всем нужно становиться сильнее как можно быстрее, потому что скоро им предстоит настоящий бой, и одна маленькая ошибка может стоить кому-то жизни. Но под руководством Азраст и Прам и Романс чувствовали себя уверенно перед предстоящей битвой. Их первый урок в классе Альфа был посвящен войне между человечеством и миром теней. По словам профессора, это бедствие будет происходить раз в год. Но до сих пор человечество всегда побеждало мир теней. Каждый раз, когда они побеждали, человечество возвращало магические камни, содержащие огромное количество маны, после чего они применяли методы обработки магических камней в месте под названием «Волшебная башня». Основная цель — создавать современные магические предметы, которые служат современной жизни человечества, и следить за тем, чтобы ученики подготовились к урокам. Профессор спросил своих учеников, кто создал технику использования магических камней.
Увидев, что Романс задремала прямо перед ним, профессор тут же вызвал ее, чтобы она ответила на вопрос. И благодаря тому, что Дезире прошептал ответ, Романс смогла ответить, что создателем этой техники был Зод, хозяин волшебной башни. После урока группа Дезире отправилась на встречу с профессором, который также узнал, что молодые люди перед ним были единственными, кто сдал последний экзамен на повышение. И сегодня Дезире хотел попросить профессора об очень важной услуге. Придя в комнату, мы узнали, что этого прекрасного профессора зовут Прелюдия, и она преподает историю в Гибрианской академии. В этой комнате Дезире сразу перешел к главному вопросу и передал профессору Прелюдии форму запроса на квест по защите филиала волшебной башни. Согласно тому, что знал Дезире, Академия имела право поручать квесты командам, поэтому он хотел попросить профессора Прелюдию поручить этот квест его команде. Профессор, услышав это, сразу же отказался, потому что Дезире не имел никакого отношения к этому квесту. Но Дезире прекрасно знал, что волшебная башня в настоящее время охраняет камень под названием «Уровень богини», и он также сообщил профессору, что примерно через 10 часов кто-то придет, чтобы украсть камень. Он даже прямо назвал вора, сказав, что это опасная преступная организация, известная как Внешний мир. Реакция профессора была крайне шокированной, потому что как мог человек, который только сегодня получил повышение до класса Альфа, знать так много важных вещей? Пока Дезире умолял профессора передать этот квест ему и его товарищам по команде, потому что, если они задержатся, он боялся, что камень украдут. Той же ночью хозяин волшебной башни Зод получил известие о том, что башня подверглась нападению, и он также задавался вопросом, кто такой Дезире, чтобы так точно предсказывать. Тот же рыцарь Дезире замаскировался под гражданского, чтобы разведать обстановку вокруг волшебной башни. Во время бега он случайно столкнулся с лидером банды «Внешний мир». Этого усатого лидера звали Кракен. Дезире повернулся и извинился перед ним с жалким видом. Сначала Кракен ничего не заподозрил и вежливо помог Дезире подняться. Но его отношение полностью изменилось, когда он узнал, что Дезире — голодный простолюдин. Затем он бросил весь хлеб, который был у него, на землю и растоптал его прямо у него на глазах. Один из подчиненных Кракена хотел немедленно избавиться от Дезире, но Кракену было наплевать на жизнь Дезире. Вот так двое воров направились к башне, чтобы совершить ограбление, но они не знали, что Дезире уже заранее расставил ловушку. Кракен собрал сотни своих подчиненных перед волшебной башней, намереваясь захватить сокровища внутри. Все они думали, что если они нападут на башню, то добьются успеха. Однако магический барьер, защищающий эту башню, был очень прочным, поэтому воры не могли его пробить. Увидев это, Кракен приказал своим подчиненным добавить удары мечом к их атакам, полагая, что с 2 видами урона они смогут его пробить. После непродолжительной атаки, таким образом им наконец удалось пробить защиту башни. Все подчиненные Кракена ворвались в башню и столкнулись с хранителями этого места. Хранители выстроились в ряд и использовали магию, чтобы атаковать внешних, но внешние были невосприимчивы к магии, поэтому ни один из них не пострадал. Тогда хранителям пришлось использовать мечи, чтобы сражаться с ворами. Сила хранителей оказалась больше, чем ожидал Кракен, что его немного удивило. Кракен проигнорировал битву и вместе с несколькими подчиненными направился к месту, где хранился уровень богини. Охранники в сокровищнице вышли наружу, чтобы помочь, и, не желая тратить силы, Кракен использовал магию невидимости, чтобы пробраться вглубь башни. Пройдя некоторое расстояние, Кракен и его подчиненные добрались до места, где хранился уровень богини. Камень был спрятан в запечатанном ящике и защищен магическим барьером. Кракен немедленно приказал своим подчиненным атаковать барьер магии со всех сторон. Почувствовав, что их магия слишком слаба, Кракен сам взялся за дело. Он подошел и применил магию высокого уровня. Всего за несколько мгновений он легко разрушил и защитный щит, и ящик с слезами богини, и в этот момент сзади появился Прам и приказал внешним сдаться. Когда Кракен услышал это, он спокойно взял камень и спросил, откуда Прам узнал о названии «Внешний мир». Прам категорически отказался назвать причину, поэтому Кракен приказал своим подчиненным убить его. Один из них атаковал Прама огненной магией, но тот легко увернулся. В этот момент он понял, что подчиненные Кракена состояли из 4 магов и 2 мечей. Прама эти подчиненные были того же ранга, что и Роман, но гораздо слабее, поэтому Прам без колебаний расправился с ними по одному. Кракен понял, что его подчиненные бесполезны и только мешают, поэтому он сам снова вышел вперед, чтобы сразиться с Прамом. Он использовал лозы, чтобы крепко связать Прама в воздухе. А затем, удерживая его, он произнес заклинание, чтобы сформировать гигантский кулак,
но ударил прямо в живот Прама. Кракен смотрел на Прама сверху вниз, считая его всего лишь учеником. Затем он призвал магическую цепь, чтобы загнать Прама в заранее подготовленную клетку. Кракен приказал своим подчиненным атаковать Прама одновременно, но появилась магия ветра Романа и заблокировала все заклинания внешних. Роман продолжал использовать технику ветра, чтобы уничтожить еще нескольких подчиненных Кракена, а также атаковал самого Кракена. Кракен почувствовал силу Романа. Хотя она не могла пробить его защитный барьер, количество магии и скорость, с которой она ее использовала, были впечатляющими. В этот момент Кракен понял, что столкнулся с настоящим мастером магии, поэтому приказал своим подчиненным защищать его и поклялся любой ценой забрать камень. Прам разгадал намерение Кракена и бросился уничтожать его подчиненных. Хотя остался только один, он все равно пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить Прама. Воспользовавшись этим, Кракен применил магию Земли, чтобы ударить Прама снизу, даже пожертвовав верным подчиненным, который только что защищал его, просто чтобы сбить Прама с ног. Поняв, что Кракен был злым злодеем, Прам решил уничтожить его, чтобы принести всем мир. Однако магия Земли Кракена была очень сложной, не позволяя Праму легко приблизиться к нему, и кроме того, он мог использовать камень, чтобы создавать щиты, которые Прам не мог пробить. Прам был вынужден использовать сверхскорость, чтобы непрерывно атаковать Кракена, но это все равно не помогало. Издалека Роман тоже атаковала Кракена, но случайно выдала свое укрытие, и Кракен контратаковал именно в том месте, где она стояла. Кракен спросил Прама и Романа, откуда они узнали о его плане заранее, предупредив, что если они не ответят, он убьет их прямо здесь. Роман не только отказалась что-либо рассказывать, но и насмехалась над Кракеном, разозлив его настолько, что он напал на нее. Однако Прам перехватил и заблокировал все каменные снаряды Кракена. Роман воспользовалась преимуществом расстояния, чтобы применить технику ветра, нанося удары с разных сторон. Но Кракен снова объединил магический барьер с каменными щитами, чтобы заблокировать все. Когда он уже думал, что полностью защитился, откуда ни возьмись вылетел камень и ударил его в лицо. На этот раз Кракен был по-настоящему взбешен и напал на Романа, подняв облако пыли, которое закрыло обзор. Прам воспользовался возможностью, пока Кракен был скрыт, чтобы попытаться убить его, но Кракен поймал его меч. Прам отчаянно пытался вытащить свой меч, прежде чем он был уничтожен магией высокого уровня Кракена. Стоя на одном месте, Кракен произнес заклинание такой силы, что оно разрушило всю комнату. К счастью, Роман и Прам успели вовремя сбежать и не пострадали. В этот момент они оба признали, что Кракен был слишком силен и что они потерпели полное поражение. Тем временем Кракен успешно сбежал через туннель в волшебной башне и был очень доволен, считая, что получил слезы богини. Однако, пройдя некоторое время, Кракен внезапно столкнулся с желанием. Он потребовал, чтобы Кракен вернул ему буханку хлеба, которую он растоптал ранее. Желание показало, что он наложил на Кракена магическую метку. Кракен вспомнил, что когда они впервые встретились снаружи, он пожал руку желанию и в этот момент попал под действие следящего заклинания. Кракен все еще не мог поверить, что с самого начала и до конца он был полностью под контролем ребенка, похожего на желание. Не в силах смириться с этим, охваченный гневом, он применил свою магию, чтобы отогнать желание подальше. Но все камни, которые этот лидер использовал для атаки на желание, были уничтожены им с помощью обратного расчета. Желание в то же время спокойно напомнило Кракену, что он должен вернуть слезу богини. Кракен не собирался так просто отдавать камень, который уже был у него в руке, поэтому он постоянно использовал магию, чтобы атаковать желание и найти способ сбежать. Все высокоуровневые техники Кракена не могли даже коснуться ни единого волоска желания. Кракен был крайне разочарован способностью желания к обратному расчету, поэтому ему пришлось применить всю свою силу. Он вызвал сразу несколько магических кругов, чтобы одновременно атаковать желание, но в конце концов обратный расчет желания смог их нейтрализовать. В этот момент Кракен понял, что победить желание невозможно, поэтому он поднял слезу богини и пригрозил разбить ее. Однако желание было совершенно спокойно и предложило Кракену уничтожить камень. Как только он закончил говорить, желание бросилось прямо на Кракена и использовало магию гравитации, чтобы обездвижить его. Кракен был одновременно шокирован и удивлен, как желание за такое короткое время смогло применить магию такого высокого уровня. Желание не обязано было ничего ему объяснять и забрала слезу богини. Пока Кракен боролся с гравитационной тюрьмой желания, его маска внезапно засветилась и разрушила гравитационную магию желания. Он тут же трансформировал свое тело, приняв истинную форму, похожую на демона. С этого момента скорость и сила Кракена значительно возросли. Он начал с удара по желанию, от которого тот не смог увернуться. Не останавливаясь на этом, он телепортировался к желанию и нанес удар ногой,
от которого тот врезался в стену. Хотя желанию удалось вонзить огненное копье ему в ногу, Кракен просто вытащил его и быстро восстановился. После этого он непрерывно атаковал желание кулаками, заставляя его отчаянно уворачиваться. В этот момент желание понял, что если Кракен будет продолжать давить на него, то рано или поздно он устанет. Уворачиваясь, желание попытался использовать огненную магию прямо в живот Кракена, но это было совершенно бесполезно. Кракен внезапно вызвал каменный кулак сзади, который снова отправил его в полет. В своем новом теле Кракен был не только искусен в ближнем бою, но и мог использовать магию. Он использовал обе формы силы, чтобы загнать желание в угол, не оставляя ему возможности увернуться. Теперь ситуация в битве полностью изменилась в пользу Кракена. Желание не сдавалось. Он использовал обратный расчет, чтобы нейтрализовать магию земли Кракена, и продолжил сражаться. Кракен понял, что желание довольно сильный противник, поэтому решил использовать свой последний прием, чтобы прикончить его. Он создал сферу и напрягся, втягивая в нее все вокруг. Желание почувствовало опасность этого приема и тоже попыталось использовать обратный расчет, чтобы нейтрализовать его, но не смогло. После нескольких приемов Кракен создал гигантский молот и с безумной скоростью бросился на желание. Со стороны желания ему тоже пришлось напрячься, чтобы создать множество магических щитов, чтобы противостоять разрушительной атаке Кракена. Думая, что с этим приемом желание будет повержено, Кракен был очень доволен. Однако, пока он громко смеялся, его молот внезапно рассыпался в кучу песка. Он не знал, что за то время, пока он создавал молот, желание проанализировало его магию и уничтожило его. Более того, он даже применил магический анализ ко всей броне Кракена и успешно использовал обратный расчет, заставив Кракена закричать от боли. Чтобы закончить эту битву, желание использовал слезу богини, чтобы создать чистую магическую сферу. Этим приемом он полностью разрушил броню Кракена и вернул его в первоначальную форму. Кракен заикался, пытаясь узнать, кто такое желание, но даже он сам не знал, что ответить. Он знал только, что у него была очень благородная миссия – защищать людей, которых он любил больше всего. Битва с внешней бандой официально закончилась. На следующий день желание привел профессор Прилют на встречу с владельцем волшебной башни. Перед желанием стоял Зод. Маг, который, как говорили, был самым сильным в этом мире, а также надежным товарищем желания в будущем. Зод почувствовал, что желание интересный ученик, поэтому пригласил его выпить чаю и поиграть в шахматы. Желание рассказал, что в прошлом был человек, который научил его играть в шахматы, всегда заставляя желание играть, даже если он не хотел. У них обоих остались прекрасные воспоминания. Зод нашел историю желания интересной и захотел проверить свои навыки в игре против него. Первые ходы желания заставили Зода почувствовать, что он не очень хорош в шахматах, и, воспользовавшись невнимательностью противника, желание предложил Зоду сделать ставку в этой игре. Он сказал, что проигравший должен будет выполнить просьбу победителя. Но Зод подумал, что такой ученик, как желание, все равно не сможет выполнить ни одну его просьбу. Немного подумав, желание решил одолжить у Зода необработанный магический камень. Взяв его в руку, он вытянул из него магию и создал внутри него пылающее пламя, что очень удивило Зода. И Зод согласился сыграть в шахматы с условием, что если он выиграет, желание должно будет раскрыть свой секрет. Желание сразу же согласился и пообещал, что будет сражаться изо всех сил. В тот вечер Азресту пришлось пойти на вечеринку с толстым профессором, потому что Азрест проиграл желанию и теперь должен был терпеть неприятные слухи. Что касается Азреста, то он признал, что проиграл желанию, и это было неоспоримо. Услышав это, толстяк пришел в ярость и пригрозил исключить Азреста из вечеринки Голубой Луны. Азрест почувствовал, что Голубая Луна — не лучшее место для него, потому что вечеринка желания была действительно тем местом, где он должен был быть. Без дальнейших колебаний он решительно снял значок Голубой Луны и бросил его на землю, а затем ушел, оставив толстяка в изумлении. После битвы с внешними силами группа желания вернулась к своей обычной деятельности, и желание не забыл похвалить Прама и Романа за их усилия в этой битве. Однако они оба чувствовали, что все еще слишком слабы, так как не смогли победить Кракена. Поэтому с тех пор им пришлось тренироваться еще усерднее. Прам всегда удивлялся, почему желание постоянно хочет, чтобы они с Романом стали сильнее. Желание рассказал, что через 13 дней появится настоящий мир теней, который будет полностью отличаться от мира теней, созданного Академией. Поэтому желание хотел, чтобы они оба стали сильнее, чтобы они могли пройти настоящие испытания. Хотя желание сказал это только на словах, Прам и Роман поверили ему, потому что полностью доверяли своему лидеру. Роман встал и спросил, кто такое желание, раз он может все предсказать. Желание хотел сказать, что он из будущего, но Роман остановил его, потому что она уже поклялась сама раскрыть секрет желания,
и поэтому, что бы ни сказал Желание, Роман заткнет уши и откажется слушать. Желание сказал, что предстоящие тренировочные дни будут очень тяжелыми, и что каждый день он лично будет тренировать Романа. Что касается Прама, то он наконец-то снова встретился со своим отцом, и с тех пор Прам будет тренироваться с ним. В то же время Желание быстро убедил Азраса покинуть Голубую Луну. На следующий день Азрас пришла на встречу с Желанием наедине и, войдя, споткнулась о листок бумаги и упала на Желание. Она надеялась, что, присоединившись к группе Желания, получит от него большую помощь. Через 13 дней действительно появился мир теней. Академия Хибриан разослала всем студентам приглашение. На этот раз все в группе Желания были одеты в новую одежду, и кроме того Азрес тоже пришел во всеоружии. Для Желания это был настоящий момент, когда он должен был выполнить свою миссию по возвращению в прошлое, спасти своих товарищей и сражаться, чтобы защитить этот мир.